Привет, друзья! Я думаю, что по названию ролика вы все и так поняли. Если вы задались вопросом о создании простой игры, то да, ее можно создать в PowerPoint. В этом ролике мы обучимся анимации объектов, а также создадим не только различные уровни, но и создадим своего босса. Битва будет короткой, так как создание его заняло и так много времени. Если у вас есть много свободного времени, то можете создать же Shapes and Beats в PowerPoint. Для начала давайте покажу вам, как работают анимации. Их тут много на первый взгляд, но половины из них вы явно пользоваться не будете. Нас интересует вкладка выделения. Здесь есть много не сильно нужных анимаций по типу пульсации, цветовая пульсация. Из полезных могу отметить качание, вращение и изменение размера. Думаю, что они делают, объяснять не нужно. Все остальные не влияют на объект, то есть не передвигают его. Есть еще одна полезная вкладка — пути перемещения. Здесь можно использовать как уже готовые, так и построить свою кривую траекторию, по которой будет двигаться объект. Также не забудьте заходить в область анимации и использовать функции «запускать вместе с предыдущим» или «запускать после предыдущего». Примерно вот так может выглядеть объект при использовании всех этих вещей вместе. Теперь, когда мы чуток узнали об возможности анимации, давайте создадим нашу презентацию. После этого создадим пустой слайд, в котором мы создадим главное меню, а именно кнопку «Играть», которая перекинет нас на следующий слайд. Чтобы это сделать, мы можем нажать правой кнопкой мыши, а потом нажать гиперссылка, место в документе, слайд 2. Или можем нажать вставка, ссылки, действие, перейти по гиперссылке и выбрать слайд. После этого нас должно перекинуть на следующий слайд при нажатии на кнопку. Дальше мы приступим к созданию игрового слайда. Нажмем на фигуры и выберем прямоугольник. Создадим второй такой же и добавим им ссылку. При перемещении курсора на них нас будет перекидывать на слайд с главным меню. Сделаем что-то вроде препятствий. И вот, самый простой уровень почти готов. Теперь осталось создать кнопку, при нажатии на которую нас перекинет на следующий слайд. Теперь мы можем переходить к другому уровню. Сделаем крутящийся прямоугольник. Для этого скопируем предыдущий прямоугольник и сделаем его меньше. Перейдем во вкладку «Анимация» и добавим анимацию вращения. Запуск после предыдущего. Зайдем в область анимации и нажмем «Время». Можем изменить продолжительность, а также поставим повторение до окончания слайда, чтобы вращение не закончилось раньше времени. Теперь у нас есть вращающийся объект. Скопируем кнопку для перехода на следующий слайд. Мы также можем использовать не только прямоугольники. Например, создадим звездочку и настроим анимацию изменения размера, сделав все как раньше. Запуск после предыдущего и повторение до окончания слайда. Не забываем добавить ссылку, чтобы при наведении на звезду нас перекидывало обратно на слайд. Теперь мы можем скопировать тот крутящийся прямоугольник из прошлого слайда два раза, сделав своеобразный плюс. Хотя, конечно, можно взять фигуру крестика или плюсика и анимировать сразу ее, но это не суть. Если вы чуть разобрались в интерфейсе, то вы можете сделать свой босс-файт. Мой будет недолгим. Сначала я придумал внешний вид для босса. Чуть позже решил добавить различных фигур на экран, а именно его атаки, чтобы чуть позже анимировать их. Также вы можете задаться вопросом, как я создавал зеленые таблички для диалога. Все просто. Я сначала сделал прямоугольник, перекрасил его и написал текст, который будет говорить босс. После этого я использовал анимацию появления под названием «Плавное приближение», а также анимацию исчезновения под названием «Выцветание». Что могу еще рассказать по поводу изменения размера? Так это то, что у него есть параметры. Можно поставить, в каком направлении он будет расширяться или уменьшаться, а также насколько будет. Также могу отметить, что можно сделать две концовки после битвы с боссом. Например, я сделал два выбора. От него будет зависеть концовка.
Использовал те анимации, которые я упоминал до этого, а именно плавное приближение и функцию кнопки для перекидывания на другой слайд. Примерно так и можно создать игру в PowerPoint. Но на самом деле это всего лишь один подвид. Их может быть очень много. От новелл, рассказывающие истории с выбором, до какого-нибудь кукинг-симулятора. Также, если кто-то не знал, можно добавлять звуковые эффекты в PowerPoint. В этом видео я решил этого не упоминать, так как, скорее всего, вам это не понадобится. Хочу сказать спасибо тем людям, которые за все это время рисовали арты по моему персонажу. Если что, один из них у меня стоит на аватарке канала. Короче говоря, всем удачи и пока. Хлёба заебался и решил, что он хочет стать граффити в Source.